Будет интересно. Сегодня мы поговорим с вами о портфельном инвестировании, о том, что же это такое, как с этим пользоваться, работать и какие решения у нас есть, какие боли мы закрываем с помощью тех наших инструментов, которые на сегодняшний день есть у нас. Итак, мы начинаем по слогам «Не ищите один идеальный актив» и соберите портфель. Как многие знают, что всегда есть такое желание собрать идеальный актив для того, чтобы идеально работало все. И, как правило, чтобы это был один инструмент, который всегда, абсолютно всегда будет приносить нам прибыль. К сожалению, такое редко. М, Так, технические сложности. Меня слышно сейчас? Должно быть слышно. К сожалению, редко, когда бывает, когда один актив, который мы выбрали, и он всегда, независимо от каких-либо рыночных обстоятельств и условий, приносит нам прибыль. Поэтому лучше всего это создание портфеля. Благодаря как раз тому, что мы создаем наш портфель, благодаря именно этому и достигается тот оптимальный баланс, то идеальное распределение, когда у нас актив работает и приносит нам прибыль на долгосрочной перспективе. Главные вопросы, которые нам задают, это, например, я не хочу зависеть от одной стратегии, либо же хочу доход, но боюсь просадки, не понимаю, что выбрать, нужна гибкость, и именно эти решения мы и даем, когда идет распределение капитала между недвижимостью и алгоритмами, и, конечно, грамотное управление резервом. Когда подбираем оптимальный профиль риска, либо же осторожный, либо сбалансированный, либо же активный рост в зависимости от запроса и пожелания. И также благодаря нашему обучению мы даем готовую логику, объект недвижимости плюс набор стратегий, плюс, конечно же, резерв для того, чтобы хорошо работали все алгоритмы. Ну и для большего удобства мы добавляем криптокарты и сервисную ликвидность, благодаря чему вы можете в любой момент пользоваться вашими средствами, вашей прибылью, снимать ее, либо же рассчитываться в торгово-сервисной сети. И именно такие решения, они и дают оптимальный баланс. И мы предлагаем различные решения, помогаем благодаря нашим знаниям создать тот оптимальный портфель, который закроет конкретно вашу задачу. Если же задача именно защитить основу, то, конечно, здесь работает недвижимость, гостиничная недвижимость, которая дает минимальную операционку, или вообще, если быть точным, то для инвестора она исключает операционную деятельность, оставляя только доходность от актива. Здесь тоже мы выбираем между различными инструментами, между различными регионами, такими как Турция, Грузия, Мальдивы, либо же, если кому нужны более удаленные и экзотические варианты, как Таиланд, то это тоже мы, конечно, можем сделать. Если к основе, к защитному инструменту необходимо добавить рост, то здесь вступают торговые алгоритмы, это золото, биткоин, либо же гибридная стратегия с разными степенями риска. И здесь уже мы балансируем и создаем тот идеальный и необходимый инструмент, который закроет именно ваши задачи благодаря портфелю. Благодаря всем этим инструментам вы сохраняете гибкость. У вас есть средства, которые работают в быстром режиме, и, в принципе, они в любой момент доступны для снятия, для вывода.
у вас есть защитные инструменты, которые работают на долгосрочной перспективе, и вы получаете стабильную доходность от своей недвижимости и можете ее продать. И также как бы благодаря криптокартам вы можете пользоваться своими средствами и более оперативно ими управлять без страха быть заблокирован банком, либо как бы еще каких-либо непредсказуемых ситуаций. Э, И после того, как мы с вами разбираем и создаем оптимальный портфель, то здесь уже может быть отдельная недвижимость. Мы выбираем стратегию, формат входа, страну, где мы будем запускаться. Это алгоритмы, где мы можем подобрать либо же набор стратегий, либо какую-то одну стратегию, и также создать оптимальный резерв с помощью более умеренных алгоритмов, либо же алгоритмов, которые обеспечивают активный рост, либо тех алгоритмов, которые работают в двойном режиме, сохраняя и активность, и умеренный рост. Ну и, конечно, рекомендация такая часть капитала держать в резерве для того, чтобы вы всегда могли бы запускать какие-то еще дополнительные инструменты. И благодаря тем сервисам, которые у нас есть, и тем, что мы работаем с криптовалютами, это нам добавляет с вами определенную гибкость. И почему недвижимость? Зачем она нужна? Недвижимость легко объясняется, и она легко понятна, и обеспечивает тот необходимый стабильный актив, который нам с вами дает регулярный постоянный доход, начиная с чуть меньшего дохода, пока объект раскручивается, и уже доходя до максимального возможного дохода в тот момент, когда гостиница, с которой мы работаем, она уже находится на пике раскрутки и выходит на запланированную мощность. И здесь тоже достигается гибкость, потому что благодаря именно гостиничной недвижимости возможен вход через долю, либо же как бы номер целиком. И при этом право собственности всегда остается за вами, и управляете данным процессом именно вы. После момента сдачи объекта вы можете в любой момент выставить на продажу свою долю, либо же номер, и продать его уже по большей цене, чем вы его покупали. Поэтому по мере того, как объект будет более раскрученный, то, конечно, стоимость вашего юнита, она имеет все большую и большую ценность. Поэтому благодаря этому достигается двойная доходность, где вы получаете и свой процент от прибыли гостиницы, и также как бы вы можете продать с большей стоимостью. И мы работаем с тремя основными регионами. Конечно, кроме тех регионов, с которыми мы работаем, есть еще дополнительные варианты. Мы обеспечиваем и сервис получения ВНЖ, и такие регионы, как Евросоюз, как Азия, Таиланд, Вьетнам и другие. Мы можем решить практически любой запрос, который связан с инвестиционной недвижимостью. Но основные варианты, это, конечно, наиболее привлекательные. Это три региона: Турция, Грузия и Мальдивы. И во всех этих вариантах очень доступный старт, когда вы можете начинать с доли 25% или 50, 75 или же 100% от стоимости номера. И также достигается очень хороший баланс между ценой входа, где Турция будет чуть дешевле, Грузия немножко дороже, и максимальной — это Мальдивы. И также достигается хорошая возможность, когда на Мальдивах вы можете не просто купить номер, но еще принять участие в варианте инвестиционной коммерческой недвижимости, и тоже благодаря долевому участию. А эта недвижимость, она имеет большую стоимость, ну и, конечно же, она более ликвидная.
Поэтому, если нужен быстрый старт, доступный старт, это Турция. Если гарантии, это Грузия, потому что застройщик гарантирует по договору в течение 5 лет обратный выкуп вашего номера по большей цене. Ну, если нужна именно премиальная недвижимость, то, конечно же, это Мальдивы. И Мальдивы сейчас на пике и очень высокая инвестиционная привлекательность. Если мы говорим о Турции, то это отель сети Виндом. Это сеть, которая в себя включает 9 тысяч отелей по всему миру. И варианты входа – это если 25%, 38 тысяч. И вы можете получать с этой доли уже даже доходностью около 187 долларов в месяц. Это гарантированная часть. Через 6 месяцев после подписания контракта вы уже начинаете получать первые выплаты. И, конечно же, есть прогнозируемая часть, прогнозируемый доход – это тот момент, когда уже отель начинает давать хорошую, приятную прибыль, и мы с вами выходим на планируемый доход. И из возможностей, которые есть в Турции, то это, конечно же, рассрочка. Из-за того, что это идет новострой, и объект строящийся, плановая сдача, это идет следующий год, 27-й год, то при первом взносе 50% вы можете взять рассрочку на год, и даже при рассрочке уже через 6 месяцев вы начинаете получать свои первые выплаты, что довольно-таки интересно. И Грузия, она для тех, кто хочет больше определенности, более понятной схемы. Здесь немножко дороже, но тоже имеет хорошие аргументы. Здесь доходность, она сразу же гарантируется в договоре сроком на 5 лет. И также возможен обратный выкуп управляющей компании вашего номера, это тоже прописано в договоре. Также возможно входить на долю 25, 50, 75, либо же 100%. И предусмотрены варианты отдыха, причем отдыха не просто в вашем номере, либо в этой гостинице, а вы можете выбирать любой отель этой сети по всему миру, и при покупке полного номера вы получаете еще бонусом до 60 дней в году возможности отдыха. И Грузия подкупает этим, когда вы имеете и инвестиции, и при этом еще возможность отдыхать в любом отеле данной сети. Я напомню, что данная сеть включает в себя более 9 тысяч отелей по всему миру. Это сеть Wyndham Grand. Поэтому вот такие интересные возможности дает нам Грузия. И несмотря на чуть большую стоимость номера, но вот этот вариант комбинированный с отдыхом, он подкупает, потому что мы любим все путешествовать, и когда вы можете отдыхать где угодно, в любом отеле по всему миру в этой сети, то это добавляет, конечно, интереса еще при этом зарабатывать. Я когда-то общался с одним интересным человеком, который имеет в прямом владении уже в течение многих лет акции Макдональдса в Соединенных Штатах Америки, и он всегда ест обед в Макдональдсе. Я его спросил, почему ты это делаешь, ведь Макдональдс – это не самая полезная еда. И он мне говорит, смотри, я имею определенное количество акций Макдональдса, и я регулярно в течение всей своей жизни, пока я держу эти акции, я получаю гарантированно бесплатный обед в любом ресторане в Соединенных Штатах. И когда у меня обед бесплатный, и еще мне это приносит прибыль, то это мне доставляет еще больше удовольствия. Поэтому Грузия доставляет еще больше удовольствия, когда, владея инвестиционным номером, вы еще получаете возможность отдыха в любом отеле данной сети. И это очень приятно. Ну и, конечно, премиальность – это Мальдивы. Конечно, Мальдивы – это самая дорогая недвижимость, которая на сегодня
присутствует из курортной, и при этом есть возможность участвовать и в отельном фонде, также долями, и, конечно же, еще в коммерческой недвижимости. И планируемая капитализация на Мальдивах самая высокая, это 40-50%. Рост, конечно же, обеспечивает еще больший интерес. И главный акцент – это, конечно, бренд Редисон. Это более интересная сеть, она более на слуху, чем Wyndham, но тоже на одном уровне по количеству отелей, как и Wyndham. Поэтому тоже такой вариант, он возможен. И, конечно, недвижимость – это хорошо, но недвижимость – это те средства, которые будут работать на долгосрочной перспективе, но многим из нас хотелось бы получать прибыль здесь и сейчас. И здесь уже выступают хорошо стратегии, алгоритмические стратегии, которые торгуют на вашем счету, при этом средства остаются в прямой доступности к выводу 24 часа в сутки. Для вас вы можете выводить либо прибыль, вы можете выводить частично тело, либо полностью. Это ваше право и ваше желание. И у нас работает линейка из 5 основных стратегий, и каждая стратегия еще имеет модификации для увеличения доходности. Итак, если мы посмотрим на стратегию Инвест, она работает на золоте. Это импульсная стратегия, но данная стратегия, она очень интересна как раз тем, что обеспечивает плавный рост и дает хорошую стабильную доходность до 60% годовых. Это ориентировочная цифра, она может меняться, и, конечно, это прошлые результаты не гарантируют будущие прибыли, и многое зависит от той модификации, которую вы для себя выбираете. Решение, конечно же, остается за вами, какую стратегию, как использовать. И следующая линейка – это Gold стандарт. Здесь есть модификации как Gold VIP, Gold Plus, Gold Prime, Turbo, либо Turbo Farm. И если мы возьмем модификацию Gold VIP, то данная стратегия работает чуть с большей динамикой и позволяет нам с вами получать до 100% годовых, при этом с сохранением риск-менеджмента, очень мягко и корректно. И также на этих двух стратегиях возможна работа со сложным процентом, что добавляет еще больший интерес. И стратегия Альфа, интересная авторская стратегия, трендовая, хорошо работает, когда есть уверенное движение, работает с золотом и биткоином. И характеристики данной стратегии в том, что она может давать хорошую доходность, и ориентировочно это может быть 100-200% годовых. И данная стратегия имеет низкий риск на сделку, но при этом она хорошо себя показывает в долгосрочной перспективе. Из-за низкого риска на сделку может быть серия минусовых сделок, потом серия плюсовых, и в разрезе длительного периода, хотя бы полгода-год, мы уже видим, в принципе, результат работы данной стратегии. И следующая стратегия – это BTC Grid. Разделяется она тоже на две модификации. Это Grid стандартный и Grid Signal. Grid Signal работает с большей осторожностью и более аккуратно входит в сделки, но при этом стандартный грид, он имеет большую доходность. И если мы посмотрим на то, как же данные стратегии работают, то здесь доходность более аккуратная, долгосрочная, и также может находиться на уровне примерно как 80-100% годовых. И стратегия имеет хорошую возможность для роста, потому что благодаря своей работе
она выдерживает комфортно колебания биткоина до 50% от цены входа. А при этом, если цена уже приближается к 50, минус 50% от входа, стратегия требует доливки, и вы доливаетесь и имеете еще запас 50% от момента, когда вы долились. Если цена биткоина возьмем в среднем 60 тысяч сейчас, то при падении до 30 тысяч это уже будет серьезное падение крипторынка. Но если же будет падение до 15 тысяч, то это коллапс всего крипторынка. И на сегодняшний день это довольно-таки маленькая вероятность. Ну и стратегия до трейд. До трейд хорошая стратегия, она комбинированная, сочетает в себе работу нескольких роботов с несколькими стратегиями и еще дополнительный контроль со стороны трейдера, что обеспечивает данной стратегии хороший ресурс, хороший запас прочности, и она также работает с стоп-лоссом, с ограничителем рисков в размере до 50% от цены входа, от суммы депозита, вернее. И при необходимости трейдер может вручную выйти из сделок с определенным минусом, если видит, что это требует рыночная ситуация. Поэтому стратегия очень интересная, особенно благодаря полуавтоматической работе и ручному контролю, когда трейдер переключает между собой алгоритмы, добиваясь наиболее оптимальной работы данной стратегии. Ну и, конечно, в зависимости от того, какой вы инвестор, и в зависимости от этого уже можно подобрать оптимальный портфель благодаря нашему обучению и нашим консультациям. Если вы осторожный инвестор, то, конечно, для вас оптимальный вариант – это недвижимость, Турция, Грузия и либо ну, и алгоритмы, либо же как бы это инвест, либо как бы альфа или грид, где идет фокус на максимальную защищенность. Если же как бы, вы более сбалансированный инвестор, то здесь уже можно заходить в такие регионы, как и Мальдивы, и алгоритмы, которые работают с большей доходностью, такие как Gold Plus, либо Duo Trade, и здесь уже у нас наблюдается фокус между балансом и ростом. Но если же вы нацелены именно на рост, то тогда это недвижимость большей частью Мальдивы и алгоритмы Prime либо Turbo, либо же Turbo Farm, когда у нас идет рост на потенциале, на росте и на динамике. И линейки разделяются, здесь уже как бы дополнительные модификации, которые нацелены на ускоренный рост. И, как я вам говорил, если Gold VIP, то здесь в районе 100% годовых, плюс даже больше, да, мы можем получать. То для тех инвесторов, которые хотели бы большую доходность, существует более ускоренные модификации. Здесь у нас идет Gold Plus с доходностью от 12 до 20% в месяц. И здесь уже, конечно, нет фиксированного стоп-лосса, но возможен контроль благодаря ручному распределению депозита. Gold Prime, где исторически доходность у нас идет 18-30% в месяц, и Gold Turbo, где доходность идет исторически 50-60% в месяц, но мы наблюдали месяца, когда по данной стратегии были месяца с стопроцентной доходностью. И здесь, конечно, максимальная динамика, но и максимальный риск. Но для тех, кто хотел бы разогнать свой депозит, но при этом не готов к постоянному риску, конечно, стратегия Turbo Farm – это стратегия, которая направлена на постепенное уменьшение риска. И робот запускается в режиме Gold Turbo на максимальной динамике, на максимальной скорости, но при этом по мере того, как увеличивается депозит, то, конечно, стратегия уменьшает риск, и когда на счету X3 примерно, то
то она переходит в режим Gold VIP, и даже можно уже выставлять стоп-лосс и комфортно работать в стандартном режиме. Вот такая вот интересная стратегия, либо же как бы можно с нее снять прибыль, и она снова перезапустится в режиме Turbo Farm. И так по циклу. Ну и Gold Alpha интересная стратегия тем, что Gold Alpha, BTC Alpha на сегодня объединены в один инструмент, и на одном счету работает и золото, и биткоин, в зависимости от рыночной ситуации. BTC Grid стратегия разделена тоже на две части, две модификации. Одна более умеренная, другая чуть более доходная. И многие спрашивают, а в чем же отличие стратегии между собой? Ну, ключевое отличие – это, конечно, в риске. А если Gold Invest – это идет осторожный инвестор с доходностью 2-5% в месяц и риском 30% от депозита, то Gold Alpha больше контроль, риск 2-4% на сделку в зависимости от актива, по золоту меньше стоп-лосс, по биткоину больше, и она дает такое интересное сочетание баланса между биткоином и золотом. Ну и BTC Grid – это консервативный, ну, даже умеренно консервативный стратегия, которая работает с биткоином. Почему бы не взять еще и этот рынок? И все эти стратегии, сочетаясь между собой, они дают хороший баланс портфеля, потому что каждая стратегия имеет отдельный вход, отдельную точку входа. Поэтому так. И старт возможен на стратегии с минимальной суммой, это $300 всего-навсего, как бы, и вы можете выбирать либо со стратегией со стоп-лоссом, либо же без стоп-лосса. Ну и, конечно, прибыль рекомендуется выводить на всех стратегиях, кроме Turbo Farm, потому что Turbo Farm – это отдельный продукт, где прибыль капитализируется, и за счет этого уже у нас с вами уменьшается степень риска. Ну и Turbo Farm постепенно переходит в режим стандарта. Это как раз идеальный вариант для тех, кто хотел бы более динамичную стратегию, но готов к краткосрочному риску не на постоянной основе. Ну и, конечно, риск-менеджмент. Обязательно риск-менеджмент. Вы можете выбирать либо же стратегии без стоп-лосса, но при этом, распределяя капитал 50/50, вы вручную, так сказать, формируете свой риск, либо же как бы просто сразу участвовать в более агрессивном варианте или в фарм-варианте, где прибыль остается на счету, но при этом переходит постепенно в более стандартный и более умеренный режим. Ну и наша идея в том, что мы с вами должны иметь несколько источников дохода. И когда-то один из моих наставников сказал очень мудрую фразу, сказал: Дмитрий, на тебя должны работать несколько факторов. Первое – твои деньги. Второе – деньги других людей. Третье – люди. И четвертое – техника. И пятое – природа. Поэтому мы сочетаем максимально возможные инструменты доходности, когда на нас работают наши деньги, когда на нас работают деньги других людей, где на нас работает команда. И благодаря партнерской программе, которая сочетает в себе и активный доход, и пассивный доход. Активный доход, когда вы получаете от работы команды, и пассивный доход, когда вы получаете определенный процент от прибыли ваших клиентов. И на самом деле, как таковой пассивный доход в сетевом он отсутствует. Как бы что ни рассказывал, но если вы активны, если вы работаете, то, конечно же, как бы у вас доход в партнерских программах растет. Если по какой-то причине вы уменьшаете свою активность, то ваш доход либо резко падает, либо же команда расходится в разные стороны. То в нашей концепции это наоборот. Если вы активны, у вас доход растет. Если вы менее активны, то все равно деньги вашей команды работают, и вы будете получать свой процент от их прибыли.
Ну и индивидуально на личных консультациях мы разбираем портфельный подход. На нашем обучении вы сможете уже для себя сделать выбор, что для вас больше подходит, какие варианты именно ваши, либо же вы более аккуратный инвестор, либо же как бы наоборот вы тот инвестор, который стремится к максимальной прибыли. Или, может, наоборот, вы предпочитаете баланс и создаете для себя идеальный такой сбалансированный портфель среди разных стратегий, но при этом, согласно вашему риск-менеджменту, вы грамотно распределяете свои средства для того, чтобы иметь максимально стабильный доход на протяжении длительного периода времени, сохраняя и хорошую доходность, и, конечно, минимальный риск. И, друзья, это то, чем я сегодня хотел с вами поделиться. Если у кого есть вопросы, вы можете с удовольствием задавать, с удовольствием на них отвечу. Э, И до новых встреч. Давайте зарабатывать вместе. Ну, а мы с вами увидимся еще в конце этой недели, в пятницу. У нас будет встреча, где подведем итоги недели, подведем итоги уже середины августа месяца, как же отработал наш портфель за этот период. Ну, а тем, кто сегодня был с нами, вам большое спасибо, что в этот прекрасный вечер понедельника вы были вместе с нами. И кто смотрит нас в записи, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь и можете запросить индивидуальную консультацию, и мы с вами встретимся и разберем уже вашу стратегию и сделаем оптимальный портфель для того, чтобы мы с вами вместе зарабатывали в течение долгого периода времени. Ну, а с вами был Дмитрий. Вам всем большое спасибо и до новых встреч.